Всем привет! Сори за задержку с информацией. К сожалению, новости такие, что они требовали именно записи видео. Мы не могли здесь обойтись каким-то, не знаю, постом или новостью. И так как я был не в Украине, только сегодня появилась возможность записать, подробно рассказать, что, собственно, случилось. Начну с самого начала. Все, наверное, смотрели Leipzig Major. Ребята очень достойно выглядели во время группового этапа. Наверное, выглядели самой стабильной командой среди всех участников. После этого в плей-офф была игра с Alliance, которая, тоже не могу сказать, что мы ее там проиграли где-то на драфтах. Она была ровная. Мы проиграли первую карту, выиграли вторую достаточно сильно. И на третий мы вели. Где-то очень круто сыграли Alliance, сбили темп SF, за счет классных вардов. Где-то нам не хватило чуть-чуть убить лайфстиллера и также сбить ему темп. Случилось как случилось. И, собственно, последняя игра, которая уже была на вылет, она происходила с Team Liquid. Там, однозначное мнение, наверное, у всех, и у аналитиков, и у талантов, и у нашего тренера, и у игроков. Подгуляли чуть-чуть наши драфты, и все время нам приходилось догонять. Поэтому, считаю, что там дело не в каких-то апексах на морфе, а в принципе в том, что проиграли мы стадию пиков. Тем не менее, после игр я находился в Париже, у нас были переговоры с ESL, там большие. После игр я позвонил менеджеру Игорю узнать, как дела в составе. Я видел влоги, я понимал, что вроде как все хорошо, но после поражений всякое бывает. Позвонил пообщаться, Игорь мне подтвердил, что Жека, все супер. Мы сейчас командой сели, собрались, все обсудили, пришли к тому, что мы должны пофиксить, какие у нас проколы были в драфтах, как нам подходить к стадии драфтов, к обсуждению перед драфтами и так далее, чтобы все это, собственно, исправить. И как раз в тот момент они собирались командой пойти куда-то вместе посидеть. Я очень этому обрадовался, потому что, в моем понимании, прогресс в игре был очевиден, и очень круто, что внутри нет никаких конфликтов, никаких терок, и, собственно, что мы продолжаем работать. На следующее утро, по-моему, пятницу это была, мне позвонил Заяц. Я немного удивился звонку, и сказал, что он хочет уйти в ВП. На мой аргумент, что, с чем это связано, ведь у нас все хорошо, он сказал, да, все хорошо, действительно все хорошо, но хочу уйти соло, хочу уйти. Я сказал, что мы, во-первых, так быстро никакие решения принимать не будем, поэтому предложил ему подумать еще выходные. Также сказал, что так или иначе переговоры должны вестись между организациями, а не я должен вести переговоры с ним. И, собственно, на этом мы попрощались. Я снова позвонил Игорю узнать, может, что-то он упустил. И он снова мне подтвердил, что никаких ни проблем, ни конфликтов, ни один игрок и подумать не мог, что Бэкит хочет уйти. Мало того, с ним попробовал поговорить Макс, с ним попробовал поговорить Паша. Ничего не помогло. Бэкит, в свою очередь, всем сказал, что ливает, ливнул из прокрума, ливнул из отеля и уехал. После этого мне позвонил новый генеральный менеджер ВП Сергей. И, буду честен, да, я был немного на эмоциях. Первое общение у нас особо не сложилось. Но я предложил ему созвониться в понедельник и уже поговорить, когда я буду понимать четко всю ситуацию. Мы созвонились в понедельник. Мы уже понимали, что Бэкит играть в составе точно не будет. И наша позиция была такая, что его поступок, он непорядочен по отношению, даже не к организации, к парням, да, потому что буквально
там, за день до этого они сидели, обсуждали планы на будущее, не было никаких предпосылок, никаких намеков. У нас 2 недели до квалификации, и тут как бы вот такая вот информация. Я рассказал подробно Сергею всю историю с Бакытом, начиная от того, как он хотел уйти после International, мы его уговорили остаться. Потом у нас была замена Акбара. Бакыт, мы в него поверили, сделали его капитаном, сделали ему доплату, дали все условия, психолога, прочее, убрали медийку, чтобы не отвлекать команду. И у нас положительный тренд, мы движемся в правильном направлении, это абсолютно всем видно и понятно. И тут игрок в одностороннем порядке решает вот таким образом уйти. Я объяснил Сергею, что это не в интересах даже ВП, что за такие поступки должны быть какие-то последствия. Это в интересах, в принципе, сцены, чтобы мы в будущем избегали таких вот этого хаоса, который в доте происходит, да, потому что практически отсутствуют трансферы, все это на уровне «хочу, не хочу», с этим играю, с этим не играю. Это максимально непрофессионально. И так как, я говорю, эмоции уже ушли, я Сергею сказал, что Сергей, мы остынем, мы готовы будем договариваться, но за 2 недели до квал мы игрока в стан прямого конкурента не отпустим, учитывая все вышесказанное. Он сказал, что все услышал и вроде как понимает мою позицию. В свою очередь хочу сделать ремарку, да, в чем отличие этой ситуации от ситуации, которая была с Роджером в свое время. Они кардинально разные. Во-первых, Роджер не скрывал своего интереса перейти в ВП и до самого перехода, мы о нем знали, он говорил об этом даже при переподписании контракта. Во-вторых, тогда система была такая, что топ-команды получали прямые инвайты, то есть мы не были прямыми конкурентами ВП на квалификациях. В-третьих, ВП на тот момент это одна из лучших команд мира. Он переходил на зарплату в 3 раза выше, он переходил на готовые инвайты, на участие во всех топ-турнирах. Ну и там то, что я говорил еще тогда в своем интервью, это его там друзьяшки, он с ними общался. И, в общем-то, они были дружны, и мы понимали, что это только дело времени, когда они надумают или решат попрощаться с Ильей. И самое еще важное, что мы не вели тогда переговоры, не было давления через игрока. Как только они решили прощаться с Ильей, со мной связался Рома Дворянкин, и мы, собственно, все это обсудили. Это было цивилизованно, нормально, понятно. Понятно, что мы тоже были не рады, и это в любом случае застало врасплох, но это было правильно, что ли, по-человечески все сделано. Вернусь к разговору с Сергеем. Пообщались, это был понедельник, вроде бы он все услышал, понял. И во вторник мы планировали делать заявление о том, что Бакыт будет отправлен в запас, а мы будем искать игрока, что не так просто, учитывая время, которое остается до квалификации. И буквально утром я получаю сообщение от Бакыта, написанное явно не Бакытом в Telegram, такого юридического характера. Параллельно мне приходит письмо от Сергея. Значит, Бакыт пишет что-то в стиле, ссылаясь на пункт такой-то, такой-то в контракте. При продлении я не подписывал, я не уведомил вас письменно о продлении. И поэтому я считаю, что контракт недействителен, я считаю себя свободным агентом, а вы можете, если не согласны, оспаривать это в суде. В свою очередь, письмо, которое я получаю от Virtus.pro, оно в стиле «Здравствуйте, Евгений, вы же понимаете, что в контрактах могут быть какие-то там неоднозначные моменты, которые можно по-разному читать, трактовать». И с таким намеком, что не стоит все-таки там мариновать игрока, давайте как-то договариваться. Я понимаю, что эти вещи и эти месседжи плотно связаны друг с другом. В свою очередь,
месседж Бакыта меня немного вгоняет в ступор, потому что вот такого пункта о письменном уведомлении о продлении у нас нету ни в одном контракте ни с одним игроком. Я начинаю как бы рыться в контракте, действительно нахожу этот пункт и вспоминаю, что тут, да, надо вернуться в прошлое, но на интернешнале после инта Бакыт хотел уйти. На тот момент он хотел уйти в Гамбит. Он также им сразу сказал «да». Мы всей командой уговаривали его остаться. Нам удалось это сделать. Возможно, и приход Пашка частично в этом помог. И мы пошли на беспрецедентные условия для Бакыта. То есть я предложил ему, мы всей команде делали продление контрактов до конца 2020 года и пересмотр зарплаты в 2 раза, плюс мы добавляли бонусную схему в зависимости от DPC очков. Ребята могли чуть ли не еще в 2 раза увеличить свои доходы. И Бакыту мы увеличили зарплату, продлили контракт, но с этим пунктом. То есть, грубо говоря, до конца ноября он должен был нас уведомить, если он готов продляться. Как вы сами знаете, мы проиграли первые квалы на мажор, у нас случились изменения, тем не менее команда продолжала быть одним целым. Мы нашли формат, при котором это все может существовать. Бакыт сам вызвался капитанить, мы сделали его капитаном, мы увеличили ему тоже зарплату еще, сделали доплату некую капитанскую, как уже говорил ранее, убрали медийку, там, создали все условия необходимые, и это дало свои плоды. Пашок взял на себя очень много внеигрового лидерства, и, собственно, вторые квалы уже на мажор мы проходим. После этого мне звонит Игорь, говорит, что Бакыт готов продлеваться. Вот, мы очень обрадовались этому, но случился такой технический факап, и вместо того, чтобы подписать, точнее, Игорь сделал дополнительный договор на продление и увеличение зарплаты, Бакыт это подписывает, а про этот пункт о том, что должно быть еще письменное уведомление игрока, менеджер, к сожалению, забыл. Факап серьезный на уровне организации, действительно. Но я могу и понять, почему так случилось. Во-первых, потому что ни в одном контракте у нас такого пункта нет. Во-вторых, потому что, в принципе, мы всегда отношения с игроками не контрактом регулировали, и они больше на доверие. Я уверяю вас, что там люди, которые у нас играли много лет, там Хвост, Дэнди, не знаю, Зевс, Эдварды, да и вообще практически все наши игроки, они, может, и контракты свои не видели, по крайней мере, их содержание. Мы никогда не использовали какие-то там штрафные пункты из контрактов, мы всегда старались работать, основываясь на человеческих отношениях, на порядочности, мы всегда выполняли свои обязательства, и, собственно, никаких проблем юридического характера у нас никогда не возникало, в том числе в целом разрывов контрактов по юридическим каким-то моментам с игроками за 10 лет существования орги не было. Возможно, кто-то считает, что факап серьезный и должны быть последствия для сотрудников, да, потому что юрист тоже где-то не досмотрел. Тем не менее, из-за Бакыта терять еще и менеджера, который в клубе 8 лет, который порядочен, который, можно сказать, он наша честь и совесть, да, это знают все, кто хорошо знаком с Игорем, это знают все сотрудники, это знают все игроки абсолютно, которые играли когда-либо в составах Нави, не только в Доте. И, в общем-то, никакого наказания не будет. Мы эту ситуацию приняли как данность. Судиться с Бакытом мы не будем. В такой ситуации у нас достаточно слабая юридическая позиция. Мы могли бы судиться, но это было бы
был бы суд по факту, то есть он бы условно ушел, и мы бы потом где-то доказывали, что это неправомерно, что он действительно подписал контракт, и понятийно это так, это знают ребята, это знает Игорь, это знаю я. Но случилось как случилось, ничего страшного. И больше тут важен момент, что в данной ситуации мы могли пойти на какие-то компромиссные переговоры с ВП и сойтись на какой-то сумме, и, по сути, не вынося всю эту историю, закрыть вопрос все-таки трансфером. И не буду скрывать, с бизнес-точки зрения, наверное, это было бы правильно, да, потому что мы бы что-то получили. И даже я думал идти на такие шаги, даже их начал обсуждать с Сергеем, но не покидало ощущение внутреннее, что это сделка с совестью, и что лучше не дополучить где-то, но рассказать о том, как эта ситуация происходила. И я сразу буквально Сергею сообщил, что мы все-таки не будем никакие трансферы проворачивать, ни трансферы, ни обмены. Он будет свободным агентом, вы его сможете заанонсировать после того, как мы, собственно, сообщим, что он свободен. Вот. Ну и договорились с Сергеем еще поговорить в Сиэтле. В Сиэтле я то же самое ему продублировал, да, ту же информацию, и также высказал свое мнение по поводу того, насколько грязно они ведут переговоры и насколько неправильно так начинать свой путь в киберспорте, потому что, поймите правильно, все организации чуть-чуть читят. Кто-то общается с игроком. Это, очевидно. Я не могу сказать, что это нормально, но так приходится делать, хотя бы потому, что если так не делать, то все переговоры будут заканчиваться практически сразу после первого запроса на организацию. Потому что у нас в СНГ так сложилось, что деньги никому не нужны, никто продавать не хочет, и ты будешь обращаться за игроком, тебе будут говорить, что игрок к вам не хочет, и все, и ты как бы должен уйти. Поэтому я считаю, что плюс-минус нормально, когда у игрока узнают интерес, готов ли он перейти. Я считаю, что плюс-минус нормально, когда у игрока узнают срок контракта и buyout, чтобы понимать, свою позицию в переговорах. Но не более, да. Тут уже, во-первых, SEO сам напрямую общался с игроком, во-вторых, игрока подталкивал клуб, по сути, к юридическому решению вопроса, что для всей индустрии это, они открыли ящик Пандоры, они сами, уверяю вас, в будущем от этого пострадают, потому что в киберспорте как нигде работает такой эффект бумеранга. Я, опять-таки, не моя, наверное, роль там кого-то судить, просто во многом все отношения в СНГ между организациями построены, все отношения построены на отношениях, да, хороших. Трансферы во многом являются возможными именно благодаря этим отношениям. Банальный пример. Мы недавно покупали Бумыча у Винстрайк в КС. Да, мы очень хорошие деньги заплатили, это достаточно выгодная сделка для Винстрайк. Но с точки зрения байаута, сумма, которая была в контракте, она намного больше, нежели мы заплатили. И если бы не отношения, которые годами выстраивались, сделка бы не состоялась. И, скажем так, та стратегия, которую выбрало новое руководство ВП при, видимо, поддержке холдинга, она может работать только в краткосрочной перспективе. И также им просто очень повезло с факапом, да, контрактным, который у нас случился, и это просто везение. Фактически такой стратегии практически невозможно добиться своего результата. Больше скажу, мы на очень многие организации выходили с трансферными запросами, и в этих организациях у игроков уровень байаута в 500, иногда и в 1000 раз выше, чем их зарплата. Такой контракт достаточно легко игроку оспорить в суде, и если не разорвать, то как минимум уменьшить эту сумму байаута. Но мы ни разу не подталкивали игрока к таким действиям, мы просто выходили из таких переговоров. И я считаю, что на длинной дистанции это
правильно, и так должны поступать все. В принципе, у меня, наверное, все. Единственное, что еще были какие-то слухи в интернете касательно связи ухода Акбара с конфликтом с Бакытом, и что, мол, мы поменяли из-за Бакыта Акбара, а теперь уходит Бакыт. Это неправда. Прощание с Акбаром — это было решение абсолютного большинства. И даже если бы мы знали, что сейчас Бакыт будет уходить, мы бы поступили точно так же. Также те, кто беспокоится, что клуб там недополучил какие-то деньги, и что грамотнее было бы все-таки провернуть трансфер, что-то на этом заработать, вы очень переоцениваете трансферный рынок Доты. Самый высокий трансфер, который был, это был трансфер Роджера за все время. На тот момент это, я думаю, уже можно об этом говорить, это было там порядка 150 тысяч, это та сумма, которая у него была указана в контракте, и это и не всю сумму мы получили деньгами, потому что какой-то часть этой суммы, по сути, был оценен Лил. Обычно трансферы в Доте — это 20-30 тысяч. Это касается и трансфера к нам Бакыта, который, кстати, приблизительно таким же способом покинул Панго, то есть он просто саботировал, отказался играть, хотя команда вокруг него строилась. Это бренд, который принадлежит Винстрайку, они готовы были и идти на все его условия, и менять игроков, и делать что угодно, но он просто отказался играть и, в общем-то, сидел на банке, и поэтому мы его получили за очень небольшие деньги. Это же касается трансфера там Паши из ВП в Нави и вообще всех трансферов, которые случаются. А в большинстве случаев эти переходы в основном бесплатные. Если кто-то, опять-таки, думает, что Рамзес перешел в ЕГЭ за сотни тысяч долларов, я вас расстрою, нет, сумма меньше 100 тысяч долларов. И поэтому трансферы в Доте, они не ударяют сильно по экономике клуба. И не беспокойтесь, мы беднее от этого не станем. И мне кажется, что в данной ситуации гораздо правильнее рассказать всю историю без купюр, чем пойти на какую-то сделку и все это умалчивать. Теперь, что касается будущего состава, могу сказать честно, что поступок Бакыта, он вогнал в тильт не только организацию, менеджера, тренера, но и игроков. Были все в таком легком шоке пару дней. Не буду скрывать, была обида, было непонимание, почему, потому что каких-то очевидных причин к такому действию их нет. Тем не менее, мы отошли уже от этой ситуации. Что касается замены Бакыта, мы сразу понимали, что так как 2 недели до квал, выбор не настолько широк, и мы должны рассматривать свободных агентов. Мы успели сыграть несколько КВ с потенциальными кандидатами и остановились на кандидатуре Семена Слеера, который будет у нас стендынить на этих квалах. Что будет после, зависит и от него, и от результатов, и от команды. Поэтому сложно пока сказать. У нас боевой настрой, ребята уже на буткемпе, у нас еще 9 полноценных тренировочных дней, все КВ назначены. Я настроен положительно, несмотря на уход сильного игрока. Тем не менее, возможно, это все и к лучшему, потому что команда дружна сейчас как никогда. Также в продолжение всей этой большой темы с трансферами, с трансферным рынком, есть идея собраться в Киеве или в Москве в ближайшие 2-3 недели руководителями всех СНГ организаций и обсудить некие правила и подходы к трансферам, так как Valve, могу вам сказать абсолютно однозначно, регулировать это не хочет и не будет. Нам хотя бы на уровне СНГ было бы хорошо определить какие-то базовые отношения клубов, чтобы все трансферные переговоры и переходы проходили цивилизованно. Возможно, даже определить какие-то рамки
трансферных стоимостей, ну и также определить возможности, точнее последствия для тех игроков, которые эти правила нарушают. Вот я завтра, будучи уже в офисе, инициирую группу в Телеграме и надеюсь, что в ближайшем будущем, я уверен, что эта проблема не только, да, касается Нави, я думаю, что это наболело, да, и у других клубов, и поэтому надеюсь, что на мой призыв откликнутся и другие организации, и мы, собственно, придем к какому-то интересному, порядочному по отношению и к игрокам, и к клубам компромиссному решению по ведению вообще дел в Dota 2 экосистеме. Всем спасибо за внимание, удачи, продолжайте болеть.